видеоуроке мы с вами узнали, как связать на спицах один из элементов узора турецкая волна. Как связать на спицах столбик. Вот такой вот столбик. А сегодня я расскажу о другом элементе узора турецкая волна, о столбике, направленном вниз. Столбик, направленный вниз, выглядит вот таким вот образом. Этот элемент узора похож на столбик, направленный вверх, но вяжется он в другом направлении. То есть направление вязания у нас будет идти, вот здесь будет низ, это вверх. Столбик, направленный вниз, мы будем вязать, используя сокращение петель. На сегодняшнем уроке я буду рассказывать, как вязать столбик, направленный вниз, из нечетного количества петель. Следующие 15 петель, расположенные между маркерами, я буду сокращать в одну петлю и получу из 15 петель столбик, направленный вниз. Чтобы было легче понять, как образуется столбик, направленный вниз, давайте рассмотрим вот такой пример. У меня здесь вырезано 15 петель, из них я хочу сделать столбик, направленный вниз. Сначала я нахожу 3 центральные петли. Если число общее петель у меня нечетное, я всегда могу найти центральную петлю и 2 петли, находящиеся справа и слева от нее. То есть вот эти 3 петли у меня центральные. И мне надо узнать, сколько петель у меня находится справа от 3 центральных и сколько слева. В зависимости от того, сколько петель мы будем сокращать, сколько петель мы оставили на столбик, направленный вниз, количество петель справа и слева у нас будет отличаться. У меня 15 петель всего, 3 центральные, и справа и слева остается по 6. Если, например, взять всего 11 петель, то тогда слева и справа от 3 центральных останется по 4 петли. 4 и 4. Чтобы начать формировать столбик, направленный вниз, я по своему вязанию должна подойти к 3 центральным петлям. Для этого те петли, которые находятся справа от 3 центральных, я провяжу. Вот я провязала те петли, которые находятся справа от 3 центральных. И теперь я начну формировать столбик, направленный вниз, вот с этих 3 центральных петель. Я их соединю вместе. Вот таким вот образом. То есть сначала я соединю 3 центральные петли, а потом буду соединять попарно следующие петли. И таким образом я сформирую столбик, направленный вниз. Давайте посмотрим, как будет образовываться столбик при вязании. Вот здесь у меня отмечено 15 петель между синими маркерами. И для наглядности 3 центральные петли я отметила желтыми маркерами. Вам этого делать не надо. Вам надо просто помнить, сколько петель у нас справа и слева от 3 центральных. В моем случае всего 15 петель. 3 центральные, здесь 6 и здесь 6. Сначала я провязываю те петли, которые находятся справа от 3 центральных. То есть я провязываю 6 петель. Я подошла к 3 центральным петлям. Теперь 3 центральные петли мне надо соединить в одну. 3 центральные петли соединить в одну можно разными способами. Сейчас я буду использовать тот способ, который очень простой в исполнении. И для того, чтобы провязать 3 петли вместе, я буду вводить спицу не за переднюю стенку, а за заднюю, сразу в 3 петли. Вот таким вот образом. И вытягивать нитку. Маркер я сниму, отмечающий центральные петли. Теперь у меня 3 центральные петли превратились в одну центральную.
И справа от нее осталось 6 петель, и слева 6 петель. Следующим шагом мне надо соединить ту петлю, которая находится слева от центральной, и справа от центральной. Я это буду делать, провязывая 3 петли вместе. Вот слева от центральной, центральную и справа от центральной. Для этого я 2 петли с правой спицы, центральную и следующую, перенесу на левую спицу. И 3 петли на левой спице провяжу вместе. Так же, как и в предыдущий раз. У меня опять из 3 петель получилась 1 центральная. Но теперь уже справа от нее осталось только 5 петель и слева 5. Теперь я буду соединять 2 петли, которые находятся опять-таки слева и справа от центральной. Для этого я центральную петлю и ту, которая находится справа от центральной, перенесу на левую спицу. И вот эти 3 петли провяжу опять вместе. Вот таким вот образом. У меня из 3 петель получилась опять 1 центральная. Теперь центральную перенесу на левую спицу и еще одну. И опять провяжу вместе центральную, одну слева от центральной, одну справа. Провязываю вместе 3 петли. Вот таким вот образом. У меня центральная, справа 3, слева 3. Опять я переношу центральную и еще одну на левую спицу и провязываю 3 вместе. Вот у меня опять образовалась центральная из 3. Справа осталось 2 петли и слева 2. Я опять центральную и еще одну переношу на левую спицу и провязываю 3 петли вместе. Из 3 петель у меня образовалась 1, которая опять стала центральной. Осталась 1 петля слева, 1 справа. Центральную петлю переношу на левую спицу и еще одну. На левой спице у меня 3 петли. Я их провязываю вместе. Вот из последних 3 петель у меня опять образовалась 1. И мы видим, что я использовала все петли, расположенные как слева от центральных петель, так и справа. То есть все 15 петель, которые у меня были между маркерами, у меня сошлись вот в эту одну петлю. Таким образом я завершила формирование столбика, направленного вниз. Теперь я могу продолжить вязание. И столбик будет выглядеть вот таким образом. Вот на этом примере я еще раз покажу, как я вяжу столбики, направленные вниз. Здесь я отметила разное количество петель для образования столбиков. 11 петель, 9 и 7. И из этих петель свяжу 3 столбика. Первый столбик из 11 петель. Как мы помним, мне надо найти 3 центральные петли и посмотреть, сколько петель справа от 3 центральных и сколько слева. Если мы выделим 3 центральные петли, у нас справа останется 4 и слева 4. Поэтому сначала вот эти 4 петли до 3 центральных я просто провязываю. Вот я провязала 4 петли до 3 центральных, следующие 3 петли у меня центральные. Их я провязываю вместе. Это будет вершинка столбика, направленного вниз. Вот я провязала их вместе, получила 1 центральную из 3. Теперь 2 петли я переношу на левую спицу, провязываю вместе 3 петли. Опять центральную и еще одну переношу на левую спицу, провязываю вместе 3,
центральную и еще одну переношу на левую спицу, провязываю вместе 3. Количество петель справа и слева от центральной у нас уменьшается, но уменьшается одновременно. То есть, когда у нас слева остается одна петля, тогда и справа должна быть тоже одна от центральной. Вот у нас осталась последняя, одна слева от центральной, одна справа. Я центральную и еще одну переношу налево и провязываю вместе 3 петли. Вот все 11 петель у меня собрались в одну. Получился столбик из 11 петель, направленный вниз. И теперь я буду вязать следующий столбик. Вот здесь у меня отмечено 9 петель между голубыми маркерами. Чтобы связать столбик из 9 петель, я опять нахожу 3 центральных и понимаю, что у меня справа от 3 центральных находится 3 петли, и слева от 3 центральных находится 3 петли. Поэтому я провязываю сначала 3 петли, чтобы подойти к 3 центральным. Затем 3 центральных я провязываю вместе. Мы всегда начинаем формирование столбика с того, что провязываем вместе 3 центральные петли. Теперь центральную и еще одну переношу на левую спицу и провязываю вместе 3 петли на левой спице. Сейчас у меня центральная петля, от нее слева 2 петли и справа 2 петли. Значит, мы все делаем правильно. Количество петель слева и справа от центральной должно быть одинаковое. Теперь центральную петлю и еще одну я переношу на левую спицу. И опять провязываю вместе 3 петли. Когда я провязываю вместе 3 петли, у меня всегда из этих 3 центральная моя петля, она находится в центре вот этих 3 петель. Вот я провязываю вместе 3 петли. Вот моя центральная образовалась новая. Переношу ее налево и еще одну. И 3 петли провязываю вместе. Вот сейчас у меня все 9 петель собрались в одну. И образовался столбик, направленный вниз. Теперь я буду вязать следующий столбик. Между красными маркерами я оставила 7 петель. Вот здесь вот 7 петель. Чтобы связать столбик из 7 петель, я опять нахожу 3 центральные и вижу, что справа от 3 центральных осталось 2 петли и слева 2. Поэтому, чтобы подойти к 3 центральным, я провязываю 2 петли. Вот следующие 3 петли у меня центральные. Их я провязываю вместе. Теперь центральную переношу на левую спицу и еще одну. И провязываю 3 петли вместе. Вот у меня центральная. Теперь центральную опять переношу на левую спицу и еще одну. И опять 3 петли провязываю вместе. Я всегда провязываю вместе центральную, одну справа от центральной и одну слева. Вот провязываю вместе 3 петли. И вот все мои 7 петель собрались в одну. Я могу закончить этот ряд. И показать вам результат. Вот получились такие столбики, направленные вниз. Или их можно еще назвать сокращение петель. То есть здесь мы 11 петель сократили в одну, здесь мы 9 петель сократили в одну и 7 петель сократили в одну. Такие столбики, направленные вниз, я использую в своем узоре турецкая волна. Вот этот узор.
смотрите мои видеоуроки, следите за новостями. У меня есть еще интересные темы. То, что я могу вам рассказать, то, чего вы не найдете нигде в других местах. Желаю вам успехов в творчестве и во всех ваших делах. Всего хорошего. До свидания.